Ну и самое приятное, конечно, что написано Mercedes-Benz. Я покатался несколько часов на этой машине, попробовал, подергал. Оказывается, это не багажник. Зажигается панель приборов. Друзья, всем привет! Ко мне сегодня в гости приехал товарищ на вот этом вжике. Chip and Dale, или как это вообще называется. В общем, машина Smart Roadster. Он купил ее для своей жены в подарок за 3000 франков. Ну, это как 3000 долларов. Жене что-то не понравилось, хотела другую, видимо, машину. И поэтому он приехал к нам в город ее продавать. И, пользуясь моментом, я выпросил у него, говорю, можно я обзорчик небольшой сниму, прокачусь на машинке, раз ты уж все равно ее продавать собираешься. И покажу нашим зрителям, что же это за автомобиль. Я, конечно, не такой крутой автообзорчик, как Академик или Давидыч, но именно вот в своем видео я хочу рассказать свою точку зрения. Я покатался несколько часов на этой машине, попробовал, подергал, пооткрывал люк, поездил, как на кабриолете. Мне понравилось, и просто хочу рассказать вот свою точку зрения. Для меня, конечно, было немного дико, что, оказывается, мотор этой машины находится сзади. Вот смотрите, сзади я открыл, думал, что это багажник. Оказывается, это не багажник. Здесь у нас прячется мотор. Как я понимаю, мотор 61 лошадиная сила. Вот под таким пенкой все это спрятано. Очень легкий доступ. Просто поворачиваешь такой шпендик. Все, открывается мотор. Убирается защитная вещь. И вот он, малюсенький мотор, как на мотоцикле. Вот, в общем, к вентилятору есть доступ, можно масло проверять, всякие жидкости заливать. Ну и самое приятное, конечно, что написано Mercedes-Benz, Smart Energy by Mercedes-Benz. А также, по-моему, тут еще аккумуляторная батарея где-то прячется. Мотор у этих автомобилей, насколько я знаю, снабжался 61, 81 или 101 лошадиной силой. Вот, ну это, наверное, самая простейшая модель с мотором 61, скорее всего, лошадиная сила. Вот, потому что, конечно, как Ferrari она не разгоняется, но все равно что-то в этом есть. Сейчас мы проедемся и посмотрим. Вы тогда спросите или зададите закономерный вопрос, а что же находится под передним капоте? А вот смотрите, мы, если откроем бардачок, в бардачке имеется секретный крючок. Мы его дергаем, это открывается передний капот. И под передним капотом у нас не мотор, ничего, а у нас пустое пространство, ниша. Вот такая ниша для перевозки, например, одной сумки или рюкзака. Да, помещается целый рюкзак, спортивная сумка. Но я еще думаю, что при желании можно сюда впихнуть еще маленькую собачку. Ну что, давайте теперь присядем в салон, посмотрим, что у нас находится в салоне. Вообще посмотрим на состояние машины. Мой рост получается 1,76 м. И смотрите еще, сколько места у меня под ногами. Если честно, я очень люблю купе, кабриолеты, потому что у них очень длинная дверь. Посмотрите, очень длинная и всегда такая тяжелая дверь. Прям чувствуется такая масса, массивность. Вот, и смотрите, я сижу, я длинный, да, вот 1,76 м. У меня расстояние до руля. Ноги спокойно стоят, я их могу вытянуть прям на всю длину. Не знаю, видно или нет. Вот, на всю длину я могу вытянуть свои ноги. Все обзоры, которые я смотрел по таким кабриолетам, они какие-то были сложные. Здесь стоят разные тахометры, еще что-то. В этой модели ничего такого подобного нету. Вот, просто обыкновенный салон. Очень приятный, мне кажется, такая вот ткань коричневая. Вот, магнитола уже стоит нештатная с USB-шным Пионер. Все, и в принципе совершенно простой набор функций. Очень интересно, что ключ зажигания вставляется вот здесь, посерединке. То есть мы его вставляем. Зажигается панель приборов.
Все показано. На нейтральной скорости у нас стоит. Включаем. И вот, не знаю, слышно или нет, вот так вот работает мотор. И еще все смарты, которые представлены в России, на обзоры, на которые я смотрел, у них у всех жесткая крыша. Вот здесь крыша мягкая. Открывается эта крыша нажатием вот этой кнопочки, то есть мы ее нажимаем, и крыша пошла вверх. И вот таким образом у нас получается прекрасный кабриолет. Открывание окон находится вот здесь. Так, давайте, пока мы еще не поехали, я чуть еще обзорно покажу. Ну, в общем, здесь обычное зеркало, и здесь аварийный знак. Вот здесь, в принципе, на панели приборов у нас только давление масла. Даже не показывает, на разогрета машина или нет. Показано, значит, сколько у нас бензина осталось, какая передача включена, АБС, аккумулятор и, в принципе, основные там указатели поворота и дальний свет. Ну и, конечно же, значок Check Engine. В принципе, сейчас, когда сидим в машине, особо шума не слышно, хотя мотор находится прямо вот здесь. Но здесь сделана такая классная шумоизоляция, то есть Mercedes молодцы, постарались, что, в принципе, ничего постороннего не слышно. Вот вы меня, наверное, хорошо слышите. Я особо постороннего шума не слышу. Но сейчас, когда поедем, послушаем. Вот, конечно же, как во всех машинах, здесь есть климат-контроль. То есть, пожалуйста, можно включить любой себе баланс, установить плюс-минус, горячо-холодно. Я попробовал сегодня. Печка работает хорошо. Вот, штатная магнитола пионеровская. И здесь, в принципе, люк, багажник и открывание окон. Самое интересное, когда в этой машине сидишь и находишься, ты все равно не ощущаешь, что ты маленький. Вот, например, стоит Хаммер. Он, конечно, смотрится громадный рядом. То есть мы на уровне сидим ниже колеса. Но вот такая удобная посадка, что ты даже не чувствуешь как-то себя каким-то ущербным. Так, все, я предлагаю, давайте мы сейчас проедемся. Я сейчас установлю камеру здесь, немного выйду, чтобы вы посмотрели, как машина смотрится со стороны. И поедем уже, сделаем небольшой круг. Еще, конечно, особенность этих машинок состоит в том, что они все снабжены коробкой, но это не автомат, это робот. То есть, смотрите, здесь всего два положения. Это нейтралка, это драйв или задняя скорость. Вот таким образом. То есть обычно вперед мы ездим только на А, как бы на драйве, да. Вот сразу у нас здесь переключилось. Все, и погнали. Ну и, конечно, самое главное правило, когда вы ездите в кабриолете, надо одевать кепку, потому что сверху солнышко печет, ветер дует. Вот, отправляемся в путь. 30 км в час. Давайте попробуем выжать максимум. Раз, два, три, поехали. До сотки догнали, но вот сейчас уже будет ограничение 50 км в час, поэтому особо не погоняешь. Но вы, наверное, почувствовали, да, что здесь это нестандартная коробка-автомат. Не все к ней могут к ней привыкнуть, потому что она чуть-чуть туповатая. Вот все в своих роликах говорят, что коробка-робот, это она немного тупит. Сейчас мы едем по городу можно ехать всего 50 км в час, но вот когда вот робот этот поймал свою передачу, так сказать, да, то едется очень комфортно. Потом я на записи послушаю, насколько хорошо меня слышно, но я не скажу, что здесь в салоне очень громко, очень комфортно, приятно ехать и, ну, довольно-таки удобно, несложно и ловишь позитив.
На кабриолете классно очень снимать. Вы заметили, как сейчас, да, можно красивые виды снимать, просто руку высовываешь с камерой. Вот, и вот такую красоту можно снимать. Если хотите дальше посмотреть, сейчас мы выйдем в интересное место. Заливные поля, луга, вот как раз то, что показывается в рекламе Милка и все такое. Вот сейчас вы можете это увидеть, как коровы пасутся на фоне красивейших мест. Ну и все, у нас в принципе ограничение скорости ушло, мы сейчас можем ехать. Вот. И машина очень себя комфортно ведет. Вот сейчас будет резкий поворот. Вот сейчас, когда мы разгонялись, была скорость 120 км в час. Сейчас опять вот 60 ограничения мы едем. Ну, знаете, как на обычном седане едешь, кайфуешь. Мне очень нравится. Очень комфортная машина, прикольная. Вот. Не жарко, обдувает ветерок. По зеркалам очень удобно смотреть. Вот, например, все видно. И в зеркало заднего вида, и в боковые зеркала. Вот. И в крайнем случае, если уж надоело ехать на кабриолете, то просто кнопочку нажимаем. Все, и все закрывается у нас. То есть это обычно закрывается, например, ну если очень большую скорость, например, развить, да, вот, все, машину закрыл, и у тебя уже не так сильно обдувает. Вот боковые зеркала, боковые стекла, пожалуйста, все равно идет поток воздуха. Ну или если дождь начался, например. Так что вот эта крыша, она очень удобная, можно прям на ходу открывать, закрывать. Вот это, я считаю, плюс. Сейчас я полностью закрыл все окна, люк. Вот, можете послушать, какая тишина. В принципе, ничего не тарахтит, не гудит. И знаете, сколько такая машина стоит в Швейцарии? В Швейцарии такие машины начинаются, их стоимость от $1500. Вот, мой товарищ купил ее за 3000 и сейчас будет продавать за 3000. Ну, буквально несколько дней назад купил. Жене подарил на день рождения. А она говорит, мне не нравится. Он говорит, ну все, хорошо, тогда перепродаю. Вот, так что он ее также сейчас за 3000 поставит. Я знаю, что в России, по-моему, от 200 тысяч рублей начинается. Ну, это примерно так же 3000 до долларов, 3-4 тысячи. Но такие уже, наверное, подубитые варианты. Да, этот вариант интересный. Вот, значит, кто сомневается в этих машинах, кто думает брать, не брать, я, знаете, всегда смотрел на эти смарты, как-то было смешно чуть-чуть. Думаю, что за маленькая какашка, маленький этот чижик-пыжик. Вот, а оказывается, прикольная машина. То есть в ней реально себя не чувствуешь ущербно. То есть в ней ты себя чувствуешь прикольно, едешь, все видно, все, обзор прекрасный. Едешь как на обычном на обычном седане. Ну, наверное, конечно, как машину на повседневный день, да, вот, то есть единственную машину большой семье, если, то это нереально. Это машина для одного человека, но максимум для двух, там, молодых людей, до 35, там, 40 лет, вот, которые имеют еще хотя бы какой-нибудь седан или внедорожник, чтобы за покупками ездить. А вот на этой машине, это, знаете, такая выходного дня, летом, поехать прокатиться, съездить куда-то. Я, конечно, не знаю, как бы она вела себя зимой, но вот мой товарищ купил машину сразу и на летних, и на зимних колесах. То есть, ну, получается, что зимой она приспособлена к зимней езде. Вот. И много роликов на ютубе, опять же, о том, что люди зимой ездят и по 10 тысяч километров проезжают на этих машинах. Так что, в принципе, вот этот вариант, он имеет место быть. По соотношению цена-качество это классно. Вот, так что, кто еще думает, не задумывайтесь, покупайте. Я думаю, за 200 тысяч рублей купить кабриолет — это классная вещь. Это того стоит. А я все-таки опять открыл все окна и двери, окна и люк, потому что все-таки на кабриолете ездить прикольней. Ну что, сделали мы небольшой круг, друзья. Надеюсь, вам этот небольшой обзор понравился. Конечно, трудно его назвать обзором, но это, знаете, такой обзор от первого лица, от человека, который на себе испытал данный автомобиль. Я ничего не рекламирую, никого не призываю. Ну вот, все, паркуемся.
Так что желаю всем хороших автомобилей, хороших покупок, если надумаете. Вот такие автомобили, кстати, можно было бы гонять, наверное, и из Швейцарии. Если кто-то занимается автомобилями, пишите мне. Вот, подберем вам такую машинку. Вот, но это, наверное, сейчас быстро уже продастся. А так пишите, звоните, будем что-то думать. Давайте, хорошего дня и пока-пока. Не забудьте подписаться на мой инстаграм, вот он. А также не забудьте поставить лайк и написать комментарий, насколько вам понравился этот автомобиль и этот обзор. Всем пока-пока и удачи!